Всем привет! Хочу поделиться с вами впечатлениями о своем приобретении. Это сигнализация Starline A91 с автозапуском. Год назад заказал в Авто-GSM, ее получил, сам установил. При наличии навыков в автоэлектрике, в принципе, реально самому все сделать. Так как в комплекте идет довольно подробная такая цветная схема. В которой несложно разобраться. Тут все подробно и по механической коробке, и по автомату, и даже для тех, у кого система старт-стоп с кнопкой запуска. На обратной стороне таблица программирования. То есть все подробно и здорово. В подарок шла сирена, что очень приятно. Вот инструкция по эксплуатации, по установке. Также дополнительно был заказан блок обхода иммобилайзер, тоже от компании Starline. Вот блок обхода иммобилайзер BP03. Вот тут осталась антенка, которая не пригодилась, так как я подключился к штатной антенне иммобилайзера, то есть врезался в разрыв. Брелок один с ЖК экраном двухсторонней связью, и второй брелок тоже с двухсторонней связью, но без дисплея. Значит, для тех, кто сомневается, ставить, не ставить такую сигналку вообще с автозапуском, многие наслышаны баек о том, что машины уезжают на передаче. Скажу так, все эти байки не стоит слушать, потому что правильно установленная сигнализация, правильно настроенная, никогда вас не подведет, машина от вас на передаче не уедет ни за что. Сейчас я вам покажу алгоритм, как все это, если правильно установлено, как все это работает. Значит, чтобы подготовить автомобиль к автозапуску, нужно обязательно соблюсти процедуру так называемой программной нейтрали. То есть вот сейчас двигатель заведен. Чтобы подготовить сигнализацию к автозапуску, проделаем следующее. Вот на заведенном двигателе с установленным в нейтраль коробкой передач включаем ручной тормоз и делаем подхват зажигания. Среднюю кнопку жмем. Вот, прошел сигнал. И теперь
Выключаем зажигание, вынимаем ключ, двигатель работает. Выходим из машины. Ставим на охрану. Все, машина заглохла. Закрылся центральный замок. Все, автомобиль готов к автозапуску. Теперь, чтобы дистанционно запустить машину, делаем нехитрые манипуляции. Кнопки 1, 3. Первая кнопка длительно до сигнала, кнопка 3 коротко. Вот машина запустилась. В зависимости от настроек, у меня вот сейчас настроен на 20 минут работы двигателя. Открываем. Вставляем ключ зажигания. Поворачиваем в положение зажигания ключ обязательно. И когда опускаем ручник, вот опять просигналило, все, можно ехать. Если опять вы все это не проделаете, допустим, не повернете ключ в зажигание или забудьте отпустить ручник, у вас автомобиль заглохнет при попытке тронуться. Вот, допустим, не повернули ключ в зажигании, как только опустили ручник, автомобиль заглохнет. То есть здесь все это продумано. Вот. Значит, какие моменты есть по эксплуатации сигналки, которые я для себя за год отметил? Ну, значит, два момента скажу про то, что уедет, не уедет от вас машина. Значит, на передаче не уедет машина у вас, если все правильно подключено, настроено, никогда. Это раз. Уехать она может только в одном случае. Если у вас не работает должным образом ручной тормоз. То есть она может просто на нейтрале укатиться, если у вас плохо держат колодки при включенном ручнике. Вот. И второй момент неприятный, но тут уже нужно голову включать. Может прихватить в сырую морозную погоду колодки на ручнике. Ну тут уже просто нужно соображать, думать. То есть просушивать колодки перед тем, если вы знаете, что будете ставить на запуск, на ручник. То есть просушить колодки рабочим тормозом. Ну, в общем, включать голову. Вот, и какие еще моменты в эксплуатации сигналки, которые я для себя отметил, которые мне показались неудобными. Значит, если вы подготовили автомобиль к автозапуску, да, все, вышли из машины, поставили на охрану, машина готова к запуску, и вдруг вспомнили, что что-то забыли в салоне машины, и вам нужно это взять. Вы открываете брелком машину, берете эту вещь, и тут вот поджидает сюрприз. Программную нейтраль нужно выполнять по новой для автозапуска.
Но я тут подумал, если подумать, прикинуть, по-другому никак. Это гарантия того, что машина заведется, то есть без программной нейтрали никак по-другому. То есть приходится с этим мириться. Вот. И еще один момент, который не продумали разработчики этой сигналки, это то, что невозможно запрограммировать бесшумную постановку на охрану, снятие с охраны, с брелка. Там есть бесшумная, но она неудобная, то есть нужно 2 раза жать на клавиши. Вот. Но это мелочи. Вот. В остальном, это у меня уже вторая сигнализация с запуском, и вторая именно от Starline. На второй уже машине, на предыдущей машине тоже у меня стоял Starline, тоже с запуском. Работает все без нареканий. И я доволен, всем рекомендую. Недорогая, надежная сигналка. Все, всем спасибо.